Зима, река Иня, белое безмолвие. Вот такая сейчас серая и унылая картина. Этим летом я решил немного разукрасить серость нашей жизни съемкой на инфракрасную пленку. С детства я мечтал поснимать в инфракрасных лучах, но это было недоступно. В принципе, и сейчас инфракрасные пленки недоступны, но мне удалось достать очень редкие пленки, которые уже не выпускаются. Это пленки Kodak EIR и Aerochrome. Вот с их помощью я сделал серию пейзажей в инфракрасных лучах. Сейчас мы посмотрим, что из этого эксперимента получилось и как наша природа преобразилась. Так что к видам инфракрасным бей серость. Сама идея заглянуть за грань видимого диапазона родилась у меня уже давно. На самом деле, я еще в детстве увидел в каком-то иностранном журнале, конечно же иностранном, съемки вот подобного типа, инфракрасные. И, конечно, для меня это было какой-то такой фантастикой совершенной. И потом уже в институте даже, то есть меня очень интересовали специальные киносъемки, у нас проходили предмет. Но все это было теоретически, инфракрасные, ультрафиолетовые съемки, значит, скоростная киносъемка и так далее. И никакой такой аппаратуры не было, то есть максимум, что я мог сделать, это поставить красный фильтр, там или синий при съемке на черно-белую фотопленку, или разогнать кинокамеру Красногорск до 72 кадров в секунду. Ну, как бы это были пределы и техники, с которой я сталкивался, и вот все время мне хотелось заглянуть туда, немножечко за горизонт видимого света, что же там такое. В 2012 году я ездил в Индию, Индонезию, и по пути был в Москве и купил там инфракрасную пленку, которая называлась Эвке. Такая была фирма, кстати, Хорватия выпускала ее, хорватская фирма Эвке. Выпускали черно-белую инфракрасную пленку Эвке 820. 820 это 820 нанометров. Это как раз пленка видит чуть-чуть больше, там на 100 с лишним нанометров больше, чем красный. Если кто не знает, вот спектр излучений и то, что чуть-чуть длиннее волной красного света, который воспринимает глаз, это уже инфракрасные лучи. Соответственно, все, что ниже, меньше, более коротковолновое, это ультрафиолеты. Некоторая часть может быть заснята на фотоматериалы. До ультрафиолетовой съемки не дошел, инфракрасную я попробовал, использовал фильтр на 780 нанометров. И вот такие я увидел замысловатые картины в инфракрасных лучах. То есть потом я еще на родине у себя поснимал, вот реку Иню. И вот как бы черно-белое, да, интересно, да, необычно, где-то даже просто космос получается, или что-то похожее на Припять или подобные вещи, потому что все-таки свет по-другому преломляется, по-другому проходит через облака, воспринимается оптикой, нежели видимые лучи, которые мы привыкли видеть в обычной фотографии и в обычной жизни. Какое-то время я не снимал на инфракрасную технику, вот инфракрасную. Потом я решил попробовать на цифру поснимать, и с помощью камеры Урса сделал вот несколько таких инфракрасных картин, просто накрутив на нее 780 фильтр. Но все-таки хотелось увидеть то, что я видел в американских журналах. Это была цветная инфракрасная фотография на пленку.
Когда-то выпускалась такая пленка, которая называлась EIR или аэрохром. Это специальная была пленка для спутниковой американской разведки. Она применялась. И с помощью нее снимали картины местности, которые, так сказать, для распознавания цветов. То есть, по сути, это были условные цвета, не настоящие цвета. То есть, но как бы для того, чтобы понять, где есть лес, где поле, где какая растительность, для этого, где водная поверхность, для вот этих всех целей и использовалась инфракрасная пленка. К тому же она более прозрачная была для инфракрасных лучей, через облака позволяла снимать, и она выпускалась в Америке, Kodak ее делал. И вот на нее, собственно, и делалась цветная инфракрасная фотография. Для любителей выпускалась вот пленка Kodak EIR, это любительский вариант вот этого аэрохрома. Она резалась в том числе на 35 мм и использовалась для фотографий в таких причудливых, так сказать, лучах. И вот совершенно чудом я, опять же, будучи за границей в Чехии, купил вот эти пленки для того, чтобы попробовать. Пленки уже были просроченные. Вот пленки могу показать. Коробочки от них это Kodak EIR инфраред. Вот, собственно, пленка вообще очень сильно просроченная. Ее нужно было проявить до 1999 года, то есть до миллениума еще. То есть вот она как-то там лежала. Ну вот такая вот пленочка. Вот я ее попробовал. Когда был в Крыму, поснимал несколько картин, так сказать, с Феодосии, Ялте, вот, то есть Симферополе немножко, то есть то, что, так сказать, мне позволило поснимать. А вторая пленка это Kodak аэрохром, собственно, аэрохром, нарезанная в рольфильм для среднего формата. И вот уже с помощью фотокамеры Броника я поснимал на эту пленку тоже серию снимков. Так вот, для того, чтобы снять в инфракрасных лучах, только этих пленок было недостаточно. Нужен был фильтр, потому что без фильтра пленка также чувствительна к обычному свету. И, соответственно, нужно было установить фильтр оранжевый, который бы отсекал синие лучи, синие и сине-зеленые даже, можно сказать, лучи, синие и, так сказать, фиолетовые. И позволял снимать в инфракрасных лучах и части видимого света. Вот инфракрасные лучи имеют очень много интересных свойств. Например, самое известное то, что хлорофилл, содержащийся в листьях, отражает очень хорошо инфракрасные лучи. На самом деле это механизм защиты растений от перегрева. То есть они очень хорошо отражают тепловые лучи инфракрасные, и это самое регистрирует, собственно, пленка. И листва получается такой белой, ослепительно белый, а на цветных пленках она получается такой красновато-фиолетовый, да, даже вот так можно сказать. Вот. И, кстати, можно разные породы деревьев распознать по-разному. Вот, то есть можно увидеть, где деревья сухие, где травянистые растения, где растения, так сказать, хвойные. Везде оттенок лучей будет разный. Это, собственно, и нужно было для разведки и для экологии, для чего использовались эти пленки. Вот сейчас, кстати, это просто у нас как художественный эффект. Разумеется, нужно было использовать максимум возможностей этих пленок. То есть, соответственно, нужен был яркий день солнечный, когда много инфракрасных лучей. И рассчитать как-то экспозицию. Экспозицию было понять сложно. Одну их пленку я экспонировал, которая вот EIR как 100 единиц, номинально у нее 200, а 400-ку, которая аэрохром, я ее экспонировал как 320 единиц. Но, как оказалось, немножечко я прогадал. Пленки оказались очень прозрачными, то есть я их переэкспонировал немножечко, потому что замер я проводил неправильно. Я проводил замер с помощью TTL через фильтр. Уже через оранжевый фильтр. На самом деле надо фильтр убирать и проводить замер без фильтра, а потом уже ставить фильтр, и таким образом он определит экспозицию наиболее близкую к нужному. Хотя любой инфракрасный снимок в любом случае это эксперимент. И чего-то видеть, чего-то рассчитать очень сложно. И фокусировка. Вот интересный момент был по фокусировке, когда я должен был фокусироваться с поправкой по красной линии на объективе, то есть поскольку инфракрасные лучи сходятся дальше за плоскостью пленки, чем видимый свет, на который рассчитана наша шкала. Поэтому вот хорошо, что на бронике были вот такие отметки, как и на некоторых объективах, даже на советских были отметки для инфракрасной съемки.
но в принципе они соответствовали. И у нас получилось все в фокусе. Ну вот, в принципе, я поснимал, отснял эти две пленки, и, ну и представление я имею об этом, то есть я, так сказать, мечту детства я выполнил. Вот таким красочным было наше лето на инфракрасной пленке. Теперь мы ждем с нетерпением следующего сезона и, надеюсь, сможем повторить. Если, конечно, у нас будут финансовые возможности и найдем инфракрасную пленку, разумеется, эксперименты продолжатся. Так что до встречи. Пока.